Всем привет, дорогие зрители, подписчики, а также гости моего канала. Начало марта 2026 года. Все думают, что виноградари зимой отдыхают. А хотите правды? За этой дверью находится стратегический запас моего питомника. Там ждут в свою очередь для пробуждения несколько тысяч будущих привитых саженцев винограда. Там сейчас холодно и темно. Но именно там зарождается жизненный путь будущих привитых саженцев винограда. Я за эту дверь практически никого не пускаю. А хотите заглянуть? Только тихо, они еще спят. Идемте. Температура внутри +1, +2. А я иду проверять золотой запас. Пошли со мной. Там будет холодно, но интересно. Здесь всегда холодно, и зимой, и летом. +1, +2 градуса. Но наши саженцы ждут в свою очередь для пробуждения. Давайте включим свет и посмотрим повнимательнее, что здесь у меня находится внутри. Это моя холодильная камера, профессиональная. Я специально создал ее для того, чтобы мои черенки находились при температуре +1, +2 градуса. Здесь постоянно влажность около 90%. Ведь от того, в каком состоянии будут храниться наши черенки, не в меньшей степени будет зависеть успех настольных прививок. Как известно, черенки лучше сохраняются при температурном режиме близко к нулю. Здесь у меня находится подвои. Видим, что под пакетом находится конденсат, что свидетельствует о том, что они находятся при достаточно влажном состоянии. Как известно, при температурном режиме и при достаточно хорошей влажности наши черенки будут сохраняться идеально. Здесь находятся у меня подвои, здесь находятся привои. Они пока еще не соединились, но придет время, после настольных прививок они превратятся в один единый организм. И из них получатся настоящие привитые саженцы. Видим, черенки находятся в прекрасном состоянии. Если он был бы сухой или коричневый, то это все брак. Его нужно было бы выкидывать. А так черенки находятся в очень прекрасном состоянии. Здесь находятся у меня подвойные сорта. А здесь у меня находятся привойные сорта. Кстати, это привойные сорта, которые показали сигнальный урожай в 2025 году. Они уже готовы для того, чтобы стать уже настоящими привитыми саженцами, чтобы соединиться с подвойными сортами. А здесь находятся новинки на 2026 год. Это те сорта, которые я приобрел в этом году. Ради них, ради того, чтобы посмотреть, что же из них получится и попробовать его на вкус, я сам больше вас жду будущего сезона. А теперь пойдемте со мной, я покажу вам кое-что интересное. Я обещал показать кое-что интересное. Вот оно. Это мой маточник виноградных подвоев. Я его недавно расширил, так что она еще не готова. Здесь предстоит еще натянуть шпалеру горизонтальную. Высота будет примерно на уровне 1 метр. Также здесь нужно будет натянуть капельную ленту. Ведь от своевременного полива и своевременных обработок напрямую зависит качество заготавливаемого материала. Так же самое, когда будет шпалера на уровне 1 метр, здесь будет удобно работать. Ведь без посынкования и без должного ухода, если пустить все на самотек, то качество материала прививаемого будет в неудовлетворительном состоянии. А когда ваша шпалера находится на высоту 1 метр, то будет удобно работать, и также самое можно будет регулярные операции проводить с комфортом для себя. От здоровья этих маточных кустов напрямую зависит качество будущих привитых саженцев. Если подвой слабый или больной, то никакая прививка не даст хороший результат. Вот в этом и отличается разница между корнесобственными и привитыми саженцами винограда. Ведь для производства привитых саженцев винограда нужен дополнительный участок
для маточных подвойных кустов. А это дополнительные расходы, дополнительный труд, дополнительное время. Но во всем мире уже сделали свой выбор в пользу того, что 90% мирового производства винограда находится именно в привитом варианте. Так что выбор очевиден. Я уже с каждым годом расширяю свой ассортимент, также само увеличиваю площади, так как спрос с каждым годом увеличивается. Но подвойные сорта — это лишь фундамент наших будущих виноградных растений. Давайте пройдем в мастерскую, я покажу инструмент, с помощью которого я соединяю подвой с привойными сортами. Здесь у меня находится мастерская, то есть там, где привойные и подвойные черенки превращаются в единый организм. Здесь мое рабочее место. Так же самое я оборудовал дополнительный свет для того, чтобы дополнительно осветить свой рабочий участок. Конечно, можно обойтись и ручными инструментами, но когда объемы большие, несколько тысяч штук, то без прививочного станка не обойтись. Давайте я продемонстрирую, как она у меня функционирует. То есть для примера я взял вот такой вот небольшой черенок. Сейчас я вам покажу его, как она работает. К примеру, берем привой. Ну, представим себе, да, что это у нас привойный черенок, а это пусть будет у нас подвой. Берем подвой и устанавливаем его в нижний отсек. Таким вот образом, чтобы глазок, если смотрит в одну сторону, да, то привойный глазок должен смотреть в другую сторону. Подвой располагаем в нижнем отсеке, а привой находится в верхнем отсеке. Так же самое у данного прививочного станка есть ножной механизм. Смотрите, вот она находится вот здесь. С помощью ноги данный механизм приводится в движение. Давайте я сейчас его вам продемонстрирую. Да, располагаем подвой. Точно так же берем привой, располагаем его в другом отсеке. И с помощью ноги приводим данный механизм в действие. Резким движением. Раз. И обратно отпускаем. Видите, у нас подвой с привоем собирается в единое целое. Конечно, для того, чтобы подвой с привоем совпадал по диаметру, у меня есть вот такой вот калибровочный инструмент, где, опуская подвойную часть, я примерно калибрую его по диаметру. Соответственно, станок — это, конечно, инструмент, но для того, чтобы подвой с привоем превратился в единый организм, нам еще нужно данные черенки поместить в стратификационную камеру. То есть нужно создать определенные условия. Давайте подойдем к стратификационной камере, и я вам его продемонстрирую. Привитые черенки, и которые будут в дальнейшем запарафинированы, нужно в стратификационную камеру, где они пройдут стратификацию в течение 20 дней. Представьте себе, дней через 20-25 сюда лягут тысячи привитых черенков. Конечно, больное место — это температура и влажность. Я специально спроектировал данную стратификационную камеру, чтобы быть уверенным в надежности моих саженцев. Здесь у него есть приборы, да, которые в автоматическом режиме поддерживают и температуру, и влажность. Точно так же есть регулировки различных вентиляторов, которые с помощью регулировки создают оптимальные условия для роста и развития будущих привитых саженцев. Так же самое здесь у меня находится увлажнитель, да, который я немного модернизировал, довел его до автоматизма. Она в автоматическом режиме постепенно подает влагу в стратификационную камеру. Ну, конечно, после того, как привитые черенки простратифицируются, их нужно поместить в определенное место для того, чтобы они развивались. Это место, конечно, будут называться школкой. Давайте пройдем, и я вам его продемонстрирую, что там нужно и какие необходимые работы нужно провести на данном этапе. После стратификации наши черенки, конечно, переместятся в школку. Раньше, чтобы данный участок обработать, уходило несколько дней тяжелого ручного труда. А в данный момент у меня появился вот такой помощник. Это уже не роскошь, а необходимость. На труд, который раньше уходил несколько дней, да, сейчас уходит буквально пару часов. Здесь еще предстоит сделать немало работы.
В данном случае нужно здесь расстелить перегной, который с помощью данных средств нужно будет полностью его перемешать. Так же самое нужно будет формировать грядки. Да, когда есть помощник в виде механизации, ручной труд намного облегчается. А пока, наверное, у вас накопились очень много вопросов. Давайте попытаюсь ответить на несколько наиболее популярных вопросов, которые вы ежедневно, очень часто задаете мне в личных сообщениях. Практически вы очень часто задаете одни и те же вопросы, но наиболее часто встречающий вопрос в сообщениях это: когда можно заказать саженцы на 2026 год? Когда можно забронировать? На этот вопрос практически всем отвечаю одинаково. То есть пока данные черенки еще находятся в состоянии покоя, пока нужно их разбудить, привить, простратифицировать. То есть с момента высадки их в школку, то есть это примерно конец апреля, начало мая, когда я буду видеть фактически каких сортов у меня получилось, я беру в руки блокнот и начинаю записывать. Так же самое может возникнуть вопрос, где, как средство коммуникации. Я сейчас на экран выведу электронный адрес, он у меня рабочий. Я всегда по возможности стараюсь и отвечаю. Так же самое принимаю заказы по электронному адресу. Так же самое пока работает Telegram, а мобильный телефон пока еще никто не отменял. А на данный момент еще можно заказать саженцы на весну. Это саженцы 2025 года. Конечно, ассортимент их значительно уменьшился. Я сейчас выведу на экран свой каталог. Вы можете видеть в каталоге, там где графа стоит коричневая, значит те саженцы есть наименование. Но опять же нужно будет уточнять. Так же самое вы прошли весь данный путь от холодильника, маточник, станок. Так же самое стратификатор, поле, мотоблок. И, естественно, задают вопросы, почему у вас такие цены. Я на данный вопрос отвечу следующим образом. Для производства привитых саженцев нужны определенные ресурсы, также очень большой труд. Отсюда и формируются цены. Другой вопрос, который задают наиболее часто: какие сорта посоветуете или какие сорта вы можете порекомендовать. На этот вопрос я практически отвечаю: у всех вкус разный, кому-то нравятся одни сорта, другие. И вот для себя я решил один вопрос. Я ставлю в приоритете зарубежные кишмишные сорта и постепенно увеличиваю свой ассортимент, добавляя все больше и больше различных новинок, которые при помощи прививки у меня на винограднике проходят испытания. Я проверяю, смотрю их на вкус. После подтверждения сортности обязательно эти новинки будут переходить для дальнейшей работы с ними, чтобы получились привитые саженцы. Спасибо, что прошли весь данный путь. Это все, что я хотел сегодня рассказать. Всем пока, до новых видео.